Приветствую всех на канале. Вот такой автомобиль к нам в работу попал. Владелец обратился с проблемой, что есть очень сильный шум. И вот сейчас можно его услышать. Сейчас мы едем со скоростью 52 км в час. И пока держу педаль газа, у нас есть шум. Отпускаю, шум пропадает, но остается какое-то зудение. Шум у нас идет с стороны заднего мотора. Пробег на автомобиле у нас 150 862 километра. Будем разбираться. Так, шум у нас явно идет с мотора. Мы будем согласовывать снятие мотора и смотреть, что с ним такое. Демонтировали мотор с автомобиля. Сейчас немножко подразберем вот эту шумоизоляцию или теплоизоляцию. И будем вскрывать, смотреть, что у нас там. Купили несколько моторов, свагов. Это в основном Volkswagen ID и прочие свежие легковые электромобили. Для того, чтобы разобрать их и посмотреть, что для них нужно для ремонта этих моторов. Потом покажу, что мы там поразбирали. И дойдет очередь и до этих. Будем на них делать ремкомплекты для ремонта данных моторов. На задней оси Audi e-tron устанавливаются два варианта электромоторов, в зависимости от конфигурации. Первый мотор имеет мощность 140 кВт и крутящий момент 314 Нм, который в режиме Boost увеличивается до 160 кВт и 355 Нм. Второй мотор состоит из двух моторов и имеет общую мощность 204 кВт и крутящий момент 494 Нм. А в режиме Boost эта мощность возрастает до 275 кВт и более 500 Нм. Мощность этих моторов действительно впечатляет. Но важно помнить, что такая энергия требует правильного подхода к эксплуатации. В комментариях под моими видео часто пишут, что электромобили ненадежны, но на самом деле они вполне надежны, если их эксплуатировать правильно. Проблема начинает возникать, когда владельцы начинают использовать весь потенциал электромобиля, как если бы, например, это был гоночный болид. Это приводит к перегрузкам и разрушению механических компонентов, таких как шестеренки редуктора. Такие перегрузки могут привести к дорогостоящей замене мотора или его частям. И в этом видео я хочу показать, к каким проблемам может привести такая эксплуатация автомобиля. Не очень хорошо. В масле есть эмульсия. И что-то масла здесь очень мало. Сколько есть масла? Грамм 300, если будет. И на сливной пробке у нас присутствует вот такой вот ежик. Сейчас, подожди. А это, кстати, дренаж. Таким образом здесь реализован дренаж, и в случае подтекания антифриза эта колба начинает наполняться. То есть они знают, что сальник держать воду не может, антифриз,
И сделали вот такую колбочку контрольную, для того, чтобы в случае наполнения можно было это контролировать. Вот там есть испарина, но самого антифриза нет. Возможно, его уже и сливали. В общем, но в данный момент у нас там все сухо. Система охлаждения мотора Audi e-tron достаточно сложная. В ней используются так называемые механические сальники. На данной схеме показана температура нагрева различных частей мотора и примерное место протекания антифриза, который далее попадает в колбу, которую, кстати, нужно периодически проверять на наличие антифриза и в случае чего сливать. На руку. Так, и что у нас там шумит? У нас шум с ротора электромотора. И здесь у нас кусочки чего-то лежат. Так, ну, с самой планетаркой у нас проблема есть. Выкрашены зубы. Вон, хорошо видно, что у нас есть выкрашивание зубьев. И здесь тоже. А это все мощность. И те, кто думает, что скорость и динамика ни на что не влияет машины, и можно стартовать, то очень сильно ошибается. Вот все зубья побиты. Вот так вот. Ну, в любом случае, сейчас разберем еще и сам мотор. Посмотрим, что с мотором. Но здесь уже планетарный механизм нужно будет менять. Давай снимем сейчас этот планетарку, посмотрим, что там у нас. Ну, просто подними крышку. И вот что у нас есть. Вернее, чего у нас нету. Поломато. Потом еще потом еще по всем Это обратная сторона мощности. Кто хочет быстро ездить, будет дорого чинить. Все зубы выкрашены. Цвет такой, он так, судя по тому, зубы смотрю, поразваливаются. Вместе с редуктором. Это, видимо, кусок потом попал дальше, и вот да, он по выгибал одному, зубы. По одному этому. Один откололся, в одной оси получается. И с этой стороны, и эти постулеваны. Это целый. Да. Это целый. Здесь тоже все. Да, посковатые. Вот покоцаны тоже. И тут тоже все выкрашено, все есть. Там покрушено. Короче, вот кололи зубы, пошла маска. А вон лежит, то что такое? Кусочки лежат. Есть? Угу. О, бля, сейчас упадет. Ну, еще кусочек лежит. И все здесь в этом, в кусочек зубов. Лить новое масло и на базар, да? На Ну, продажу. почти, да. Да. Или покупать новый редуктор. Не, он в принципе недорого стоит. А вот и тот механический сальничек, который у нас держит антифриз, чтобы он не вытекал. И вот эта колба как раз и контролирует эту течь.
пришел другой мотор. Этот мотор заявлено продавцом, что он с пробегом 45 километров практически с нового автомобиля. И на него дали нам гарантию 2 месяца. Поэтому мы не будем снимать крышку сальника, смотреть, что там. Единственное, что поменяем инвертор, чтобы не заморачиваться с привязкой, так как сейчас с привязкой инвертора есть проблемка небольшая. Поэтому будем ставить сюда старый инвертор. Провернули его, он проворачивается без шума по сравнению с тем, как проворачивался старый. Поэтому устанавливаем его и будем тестировать. И судя по тому, что в заднем редукторе масла было очень мало, и владелец при пробеге в 150 868 километров сам не помнит, когда менялось масло и менялось ли вообще масло в нем, в заднем моторе, то, соответственно, такое же состояние масла может быть и в переднем редукторе. Поэтому рекомендуем ему сейчас заменить масло и в переднем редукторе, чтобы уже закрыть вопрос хотя бы по ТО этих моторов. Ну и сейчас проверим, не появилось ли, так как мотор на гарантии, мы его не вскрывали. Сейчас проверим еще и колбочку, появится ли в ней антифриз. Ну и, соответственно, нужно будет клиенту сказать, чтобы через какое-то время подъехал и еще раз перепроверил уровень антифриза. Каждый автолюбитель сам решает, как ему эксплуатировать свой автомобиль. Дорого и быстро или с умом и на долгие годы. Если вам нравится такой контент, то не забудьте подписаться на канал и оставляйте свои комментарии. И самое главное, не забывайте поддерживать вооруженные силы Украины. Героям слава!